Сейчас я приглашаю на сцену Алексея Людкевича, руководителя проектно-аналитического отдела компании BT Soft. Давайте его поприветствуем. Коллеги, добрый день. Я тоже в галстуке, поэтому принимаю эстафету про деньги. Начать я хотел бы с простого вопроса. Как вы думаете, в какой день недели выгоднее всего покупать билет, например, по маршруту Москва-Лондон? Кто знает? Окей, хорошо. А более сложный вопрос. Кто знает топ-10 ваших сотрудников, кто наиболее неэффективно тратит ваши бюджеты? Вот, уже есть информация. Коллеги, я сегодня расскажу про инструменты, которые позволят ответить и на этот вопрос, и на многие другие, используя непосредственно ваши данные. Сегодня у нас речь пойдет о бизнес-аналитике, о бизнес-интеллигент или BI, о наборе инструментов, технологий, методологий для анализа данных о ваших командировках. BI в целом уже давно вошел в различные высококонкурентные отрасли, и ритейл, и телеком, но в бизнес-тревеле на сегодня это в целом инновация. Такого пока еще нету. Немного расскажем о развитии BI. Примерно в 2007 году на российский рынок стали приходить западные компании, которые попросили формировать отчетность. На тот момент это было два основных отчета: Advanced Purchase и Fair Saving. И тогда эти отчеты формировались в ручном режиме, менеджеры кропотливо выгружали в Excel, отправляли, корректировали, ну какой-то ужас был в целом. И именно в тот момент началась зарождаться аналитика в рынке бизнес-тревела. Мы сформировали 10 отчетов, которые в автоматическом режиме формировались, отправлялись, клиент к ним имел онлайн-доступ. Постепенно эта платформа развивалась. В 2014 году мы перешли на новый движок, на новую платформу. И в 2016 году запустили в коммерческое использование наш продукт Simpulse. Для кого же он предназначен? Основных пользователей два. Прежде всего, это TMC, Travel Management Company, travel-агентства, которые могут, используя наш продукт, еще на этапе тендера анализировать данные клиента и делать соответствующие предложения по сейвингам. И второй тип пользователей – это, собственно, сами клиенты. Да, вы можете на своих данных посмотреть, как эффективно вы используете свои бюджеты и проконтролировать то travel-агентство, с которым вы работаете. Причем можно даже несколько travel-агентств, если вы работаете с нескольким. Суть нашей системы в том, что мы интегрированы. Мы используем все источники данных, которые есть в бизнес-процессе, но при этом не завязаны на сам бизнес-процесс. Мы их агрегируем в нашей базе данных, обрабатываем и даем возможность предоставлять отчеты в различных вариантах. Начиная от самого простого рассылки по e-mail стандартного отчета, и более интересный, более визуальный, который я сегодня вам покажу, это доступ к веб-порталу или мобильному приложению в режиме онлайн. Причем хочу заметить, что в данном случае данные у нас обновляются очень оперативно, то есть сейчас в нашей системе поддерживается обновление данных каждые 30 минут. Давайте посмотрим основные типы аналитики, которые у нас есть в нашей веб-системе. Их два основных типа. Это так называемый KPI, ключевые показатели эффективности, и мобильные отчеты, которые выведены в виде дашбордов и настраиваются, дают уже более глубокий анализ. Итак, KPI. KPI – это цифры. Цифры в сравнении с какой-то заданной целью. Это может быть установленная цель в вашей компании, это может быть статистика за прошлый год, и эти цифры показывают те или иные отклонения от заданных значений. В целом мы можем мониторить различные параметры, различные услуги. Но, например, у нас вот есть такой кейс, как средняя цена международного билета. Есть кейс, связанный более интересно, более часто спрашивают, кейс, связанный с мониторингом всей поездки целиком. Безусловно, там в одной цифре учесть все многообразие параметров сложно, но мы можем настроить ту информацию, которая вам необходима. То есть все вот эти KPI, они полностью кастомизированы под вас.
у нас вот был очень интересный кейс. К нам обратился клиент, который сказал: ну хорошо, цифр много, но мы в них как бы путаемся. Сделайте одно большое число, одну большую цифру. Как эффективно мы, собственно, тратим наши бюджеты? Мы подумали, собрались силами, собрали наших математиков, аналитиков и родили такую формулу. Вот. Она состоит, конечно, ну это немножко утрированно, на самом деле это более сложная вещь, это наше ноу-хау, да, но в целом примерно так мы посчитали одну цифру, с которой можно сравнивать показатель, насколько вообще эффективно работает ваш travel. Вторая часть отчетов, которые, ну, цифры — это хорошо, конечно, да, но надо смотреть все-таки какие-то тренды, как развивается бизнес-тревел, куда он движется, и самое интересное, как этим всем управлять. Для этого предназначена вторая группа отчетов. Вот они здесь представлены в виде таких плиток с какими-то графиками, числами, диаграммами. Я покажу только некоторые из них, потому что в целом их много. У нас есть стандартный набор этих отчетов, которые уже загружены, готовы, но потенциально мы можем настроить любой отчет. То есть какой пожелаете, такой мы настроим, выведем вот сюда в виде плитки, и вы, заходя в систему, будете видеть его на экране. Первое, это, конечно, хочется смотреть всю поездку целиком, куда вы ездите и как вы тратите. Это достаточно сложная тема, не все travel-агентства, не все производители подобных систем могут такое предоставить, потому что, по сути, все работают транзакционно по каждой услуге, будь то авиа и отели, и агрегировать их в единую поездку достаточно сложно. Тем не менее, мы это смогли. Вот можно здесь на карте видеть, куда и сколько тратятся ваши бюджеты на командировки целиком по всей поездке. Еще один отчет, связанный уже с услугами, в данном случае услугами авиа, показывает, насколько эффективно работают ваши трехсторонние договора с авиапоставщиками. Проблема в том, что зачастую вы, как компания, например, имеете трехсторонний договор с авиакомпанией, счастливы, что окей, у вас все хорошо, а по факту оказывается, что этот трехсторонний договор подписан на те классы обслуживания, которыми вы не пользуетесь, или те направления, куда вы, в общем-то, не летаете. И у нас даже был такой забавный кейс, когда мы проводили аудит небольшого travel-агентства, и в результате выяснилось, что да, все хорошо, были эти трехсторонние договора, travel-агентство не знало, как их применять. Вот, по сути, не работало. Здесь же мы прям визуально, вот можно видеть на графике, там красные зоны или зеленые зоны, где они эффективно работают, а где они просто номинально присутствуют. Еще один отчет, связанный с эффективностью использования ваших перевозчиков. Позволяет уже в целом делать некую оптимизацию, связанную с перераспределением ваших объемов среди различных поставщиков. Там мы видим, у нас есть один перевозчик, который заполняет там большую часть вашего объема, но он дорогостоящий. Логично его распределить среди других. При этом, ну, в большинстве случаев обычно как делают? Берут и заменяют на самого дешевого. И потом, соответственно, сотрудники негодуют, что такое, что за такое качество обслуживания. В данном случае мы пошли по пути оценки качества, оценки и стоимости качества. То есть в простейшем случае мы предлагаем те варианты, которые учитывают длительность перелетов, длительность сегментов перелетов. В более сложных отчетах мы поддерживаем варианты, связанные и с учетом аэропортов вылета и прилета, и времени прилета. И, безусловно, мы предлагаем те авиакомпании, которые находятся на уровне основного вашего поставщика, не предлагаем те, которые находятся в черном списке. То есть всеми этими параметрами можно очень гибко управлять с помощью вот данного отчета. Затем, соответственно, понимая объемы, которые нам нужно перераспределить, мы уже на уровне нашей travel-политики, на уровне travel-политики, загруженной в онлайн-системы, соответствующим образом корректируем поведение пользователей и в результате добиваемся сейвингов.
Еще один отчет, связанный с авиа. По авиа, конечно, много всего у нас сделано. Отчет, связанный с получением информации о том, почему, собственно, ваш путешественник, ваш сотрудник не выбрал самый оптимальный тариф. Как это работает? Сотрудник заходит, например, в онлайн-систему и покупает билет. Возможно, он выбирает не самый дешевый вариант, система запрашивает у него причину, почему он это сделал. Соответственно, дальше система запоминает все эти выбранные варианты, агрегирует, и в результате мы видим вот такую вот диаграмму, на которой, сложив все вот эти вот причины, мы видим ту экономию, которую мы упустили. То есть вот реально потраченные деньги по неким причинам. Соответственно, дальше мы переходим к анализу причин, с чем был вызван каждый конкретный случай, да, что мешало и чем можно было, как этим было управлять. Отдельная часть отчетов посвящена отелям. Здесь, прежде всего, это некая статистическая информация, связанная с распределением объемов по городам, странам в различных разрезах. И, безусловно, есть возможность также управлять этими процессами, да, перераспределяя те отели, которые дорогие. Есть некий набор параметров, которыми можно управлять, используя этот отчет. Совершенно новый отчет, связанный с Advanced Purchase по ЖД. РЖД в целом достаточно недавно ввела скидки на покупку билетов заранее. И вот сейчас у нас уже есть такой отчет, который позволяет смотреть, какие же сейвинги мы получаем, если покупаем билет заблаговременно, да, в разрезе некого периода дней, там, вплоть до дня. Еще одна очень интересная тема, которую можно делать с помощью нашей платформы Simpulse, это детализировать весь процесс, всю информацию по вашим travel-услугам, причем ее можно детализировать по различным уровням, начиная там от компании, от бизнес-юнита и заканчивая конкретными путешественниками. Вот здесь вот всегда бывает очень интересно, когда показываем такой отчет, в первую топ-10 попадают директора. Вот. Но они, конечно, понимают, почему они туда попали, а кого-то еще видеть обычно не хотят в этих верхних строчках. И, соответственно, начинают задаваться вопросы персоналиям, бизнес-юнитам, почему так, почему здесь. Это вот прям визуально и наглядно можно в дальнейшем управлять этим. Еще одна серия отчетов, связанная с, скажем так, онлайн-определением местонахождения путешественников при различных форс-мажорных ситуациях. Вот сейчас совсем недавно были трагические события в Питере, были события в прошлом году в Стамбуле. И мы использовали нашу отчетность, чтобы оперативно получить информацию, кто же находится в этих городах, чтобы, соответственно, быстро поинформировать, быстро связаться с людьми, понять, какая ситуация происходит. Соответственно, здесь выводится список тревелеров, которые находятся либо в пути, да, во время перелета, либо уже прибыли в город. И еще раз повторю, что эта информация практически оперативная. Каждые 30 минут она обновляется, и здесь всегда свежие данные. Вот тот вопрос, который я вам задавал в самом начале по поводу того, когда выгоднее всего было покупать билет в Лондон. Здесь, правда, не Лондон, здесь Амстердам. Да? Мы взяли нашу статистику за последний год, проанализировали ее, и в результате получилась вот такая картина. Да? Не совсем равномерное распределение как по дням недели, так и по месяцам. По месяцам в целом понятно почему. Вот по дням недели довольно интересная такая статистика получилась. Причем по каждому направлению она меняется. И также есть информация, связанная с тем, за какой период времени лучше всего покупать билет. Тоже это не всегда вот такая вот банальная картина. Бывают и достаточно интересные кейсы. И в данном случае этот отчет может быть даже интересен не только корпоративным клиентам, но и в целом каждому человеку для его личных поездок, да, можно проанализировать и выгадать дешевый билет. Что же
в результате всех этих инструментов нам удалось достичь. Здесь приведен пример, когда мы настроили этот инструмент у одного из наших клиентов, провели аудит, предложили наши методики, нашу методологию. Клиент это взял, воспринял на уровне своей travel-политики, изменил определенные договора, которые мы ему рекомендовали. 6 месяцев процесс шел, и по итогам результаты вы можете видеть на экране. Да? 12,8 миллионов, ну, это существенная цифра, которую удалось добиться с помощью нашего инструмента. Ну, безусловно, это не только наш инструмент, это не волшебная палочка, которой махнул, и все, 12,8 миллионов сократилось. Это инструмент, а в дальнейшем это методология, которую тоже нужно разрабатывать, нужно внедрять эти механизмы, и это просто пример того, чего можно достичь с помощью всего комплекса. В заключение, еще раз, для чего же в целом нужно это все? Прежде всего, наверное, этот инструмент будет востребован именно корпоративными клиентами, потому что это некий независимый контроль ваших travel-агентств. Да, вы можете взять наш инструмент, подключиться к любому travel-агентству, данные ваши хранятся на ваших серверах, то есть отличие нашей системы в том, что мы в целом можем поставить ее полностью на вашем сервере, да, и никаким образом не контролируя процесс. Вы видите ту экономию, которую дает вам travel-агентство, или же в случае неэффективного управления видите, где эти пути неэффективного управления происходят. Причем система независима от выбора TMC, можно и даже с несколькими TMC интегрироваться и делать единую общую агрегированную картину. Возможность самим анализировать данные. Можно, соответственно, кастомизировать те отчеты, которые я вам показывал, добавлять туда все, что вам нужно в любых разрезах. Платформа, на которой построена, это Microsoft Power BI, она в целом достаточно гибкая и позволяет работать и с большими объемами данными, и делать большую глубину детализации. Соответственно, мы все можем настроить так, как вы захотите. Ну и вот такие достаточно востребованные вещи, как мониторинг сотрудников в случае ЧП, это, конечно, тоже достаточно полезная вещь. И в заключение я вам предлагаю прямо сейчас попробовать BI для себя. Да? У нас есть приложение Microsoft Power BI, которое вы можете скачать на свой мобильный телефон. Есть наш демонстрационный сервер с некими агрегированными данными по нескольким клиентам, собранные воедино. И вы реально можете зайти на наше приложение и попробовать посмотреть, как это выглядит вживую, насколько это оперативно отображается, насколько детализировано. Приложение будет доступно в течение месяца. Пожалуйста, пробуйте. Спасибо. Если будут вопросы, готов на них ответить.